Гензель и Гретель. На опушке дремучего леса жил бедный дровосек со своей женой и 2 детьми. Мальчика звали Гензель, а девочку — Гретель. Дровосек жил впроголодь, не на что было даже хлеб купить. Как-то раз под вечер, лежа в постели, он стал раздумывать. Его одолевали разные мысли и заботы. Повздыхал дровосек и говорит жене: «Что же теперь будет с нами? Как нам прокормить бедных детей? Нам-то ведь и самим есть нечего». «А знаешь что?» — отвечала жена. «Давай-ка пораньше утром, только начнет светать, заведем детей в лес, в самую глухую чащу. Разведем им костер, дадим каждому по куску хлеба, а сами уйдем на работу и оставим их одних. Дороги домой они не найдут. Вот мы от них и избавимся». «Нет», — говорит дровосек, — «этого я не сделаю. Ведь сердце-то у меня не камень. Я детей одних бросить в лесу не могу. Там нападут на них дикие звери и разорвут». «Эх ты, простофиля!» — говорит жена. «Ведь иначе мы все вчетвером с голоду пропадем, и останется только одно — гробы сколачивать». И жена донимала дровосека до тех пор, пока он с ней не согласился. «А все-таки жалко мне моих бедных детей», — сказал дровосек. Дети от голода не могли уснуть. Они слышали все, что говорила мачеха отцу. Гретель залилась горькими слезами и сказала Гензелю: «Видно, нам теперь пропадать придется». «Тише, Гретель», — сказал Гензель. «Не горюй, я что-нибудь придумаю». И вот, когда взрослые уснули, он встал, надел свою курточку, отворил дверь в сене и тихонько выбрался на улицу. Ярко светила луна, и белые камешки, которые лежали перед избушкой, блестели, словно груды серебряных монет. Гензель нагнулся и набил этими камешками полный карман. Потом вернулся домой и сказал Гретель: «Утешься, милая сестрица, спи теперь спокойно». И с этими словами он снова улегся в постель. Еще и солнце не взошло, а мачеха уже подошла и стала будить детей. «Эй вы, лежебоки, пора подыматься, собирайтесь-ка с нами в лес за дровами». Она дала каждому из детей по кусочку хлеба и говорит: «Вот, это будет вам на обед. Да смотрите, не съешьте его раньше времени. Больше ничего не получится». Гретель спрятала хлеб в свой передник, ведь у Гензеля карман был полон камней, и они собрались идти вместе в лес. Они прошли немного, и вдруг Гензель остановился, оглянулся назад и посмотрел на избушку. Так он все время оглядывался и останавливался. А отец ему говорит: «Гензель, чего это ты все оглядываешься? Да отстаешь! Смотри, не зевай, иди побыстрей!» «Ах, батюшка!» — отвечал ему Гензель. «Я все гляжу на свою белую кошечку. Вон сидит она на крыше, будто хочет мне сказать прощай». А мачеха говорит: «Эх, дурень ты, это вовсе не твоя кошечка, это утреннее солнце блестит на трубе». А Гензель вовсе и не на кошечку смотрел, а доставал из кармана и бросал на дорогу те самые блестящие камни. Вот вошли они в самую чащу леса. А отец и говорит: «Ну, дети, собирайте теперь хворост, а я разведу костер, чтобы вы не озябли». Гензель и Гретель
Собрали целую кучу хвороста, разожгли костер. Когда пламя хорошо разгорелось, мачеха сказала: «Ну, детки, ложитесь теперь у костра, да отдохните как следует, а мы пойдем в лес дрова рубить. Как закончим работу, вернемся назад и возьмем вас домой». Гензель и Гретель сели у костра. Когда наступил полдень, каждый из них съел по кусочку хлеба. Они все время слышали стук топора и думали, что их отец где-то поблизости. Но то был стук не топора, а чурбана, который дровосек привязал к сухому дереву. Раскачиваясь под ветром, чурбан стучал о ствол. Долго сидели дети у костра. От усталости глаза у них стали закрываться, и они крепко-крепко уснули. А когда проснулись, была уже глухая ночь. Гретель заплакала. «Как же нам теперь выбраться из леса?» Гензель ее утешал. «Погоди немного, скоро взойдет луна, и мы найдем дорогу». Когда взошла луна, Гензель взял сестру за руку и пошел от камешка к камешку. Они сверкали, словно новые серебряные деньги, и указывали детям путь домой. Они шли всю ночь напролет и подошли на рассвете к отцовской избушке. Дети постучались. Мачеха открыла им дверь. Увидела она, что это Гензель и Гретель, и сказала: «Что же это вы, скверные дети, так долго спали в лесу, а мы уж думали, что вы назад не хотите возвращаться». Отец обрадовался, увидев детей. На сердце у него было тяжело. Но вскоре опять наступил голод и нужда. Дети услышали, как мачеха ночью, лежа в постели, говорила отцу: «Опять у нас все съедено. Осталось только полкраюхи хлеба. Видно, скоро нам придет конец. Надо бы нам от детей избавиться. Давай заведем их в лес подальше, чтобы не найти им дороги назад. Другого выхода у нас нет». Так тяжело стало на сердце у дровосека, и он подумал: уж лучше б мне последним куском с детьми поделиться. Но жена и слышать о том не хотела. Стала его бранить и попрекать. И дровосек вновь уступил женщине. Дети еще не спали и слышали весь разговор. Как только взрослые уснули, Гензель поднялся опять и хотел было выйти из дома, чтобы собрать камешки, как и в прошлый раз. Но мачеха заперла дверь, и Гензель не смог выбраться. Он стал утешать свою сестру: «Не плачь, Гретель, спи спокойно. Бог нам как-нибудь поможет». Ранним утром мачеха пришла и подняла детей с постели. Она дала им маленький кусок хлеба. Он был еще меньше, чем первый раз. По дороге в лес Гензель крошил хлеб в кармане. Все останавливался и бросал хлебные крошки на дорогу. «Что это ты, Гензель? Все останавливаешься, да оглядываешься?» — сказал отец. «Ступай своей дорогой». «Да это я смотрю на своего голубка. Вон, сидит он на крыше дома, будто со мной прощается», — ответил Гензель. «Дурень ты!» — сказала мачеха. «Это вовсе не голубь твой. Это утреннее солнце блестит на верхушке трубы». А Гензель все бросал и бросал по дороге хлебные крошки. Вот завела мачеха детей еще глубже в лес, где они ни разу еще не бывали. Развели опять большой костер. Тут мачеха говорит: «Детки, садитесь вон тут».
Устанете, так поспите немного, а мы пойдем в лес дрова рубить. А к вечеру, как закончим работу, вернемся сюда. Возьмем вас домой». Наступил полдень. Гретель поделилась своим кусочком хлеба с Гензелем, ведь брат раскрошил весь свой хлеб по дороге. Потом дети уснули. Приближался вечер, но никто за бедными детьми так и не пришел. Они проснулись темной ночью, и Гензель вновь стал утешать сестру. «Погоди, погоди, Гретель, вот скоро луна взойдет, и станут видны хлебные крошки, которые я разбросал по дороге. Они укажут нам дорогу домой». Луна взошла, и дети отправились в путь, но хлебных крошек не нашли. Тысячи птиц, что летают в лесу и в поле, все поклевали. Тогда Гензель сказал Гретель: «Мы как-нибудь найдем дорогу, не плачь». Но они ее не нашли. Пришлось идти детям целую ночь и весь день, с утра и до самого вечера, но выбраться из леса они не смогли. Дети сильно проголодались и так устали, что еле-еле передвигали ноги. И вот прилегли под деревом и уснули. Наступило уже 3-е утро с той поры, как Гензель и Гретель покинули отцовскую избушку. Они шли дальше и вдруг заметили на ветке красивую белоснежную птичку. Она пела так хорошо, что дети остановились и заслушались ее пением. Но вдруг птичка умолкла и, взмахнув крыльями, полетела перед ними и привела Гензеля и Гретель к избушке. Дети подошли поближе и увидели, что эта избушка сделана из хлеба. Крыша на ней из пряников, а окошки из прозрачного леденца. «Вот мы за нее и примемся», — радостно сказал Гензель. «То-то будет у нас славное угощение. Я отъем кусок крыши, а ты, Гретель, возьмись за окошко. Оно должно быть очень сладкое». Гензель взобрался на избушку и отломил кусочек крыши, чтобы попробовать, какая она на вкус. А Гретель подошла к окошку и начала его грызть. Вдруг послышался изнутри чей-то тоненький голосок. Хрум да хрум все под окном, кто грызет и гложет дом. Дети не обращали внимания и продолжали объедать домик. Гензель, которому очень понравилась крыша, оторвал от нее большой кусок и сбросил вниз. А Гретель выломала целое круглое стекло из леденца, уселась около избушки и стала им лакомиться. Вдруг дверь домика открылась. Из него вышла старая-престарая бабка. Гензель и Гретель так ее испугались, что выронили из рук лакомства. Старуха опиралась на костыль, качала головой и приговаривала: милые детки, кто это вас сюда привел? Ну, милости просим. Входите в избушку. Худо вам тут не будет. Она взяла детей за руки и ввела в свою избушку. Принесла им вкусной еды, молока с оладьями, присыпанными сахаром, яблок
и орехов. Потом она постелила 2 красивые постельки и накрыла их белыми одеялами. Гензель и Гретель улеглись и подумали, что попали в рай. Но старуха на самом деле была злой ведьмой, которая заманивает детей в сладкую избушку. Всех, кто попадался к ней в руки, она убивала, потом варила и съедала. И это было для нее праздником. У ведьм всегда бывают красные глаза. Видят они вдаль плохо, но зато нюх у них, как у зверей, и близость человека они чуют. Когда Гензель и Гретель подходили к избушке ведьмы, она злобно хохотала и приговаривала с усмешкой: «Вот они попались. Ну уж теперь им от меня не уйти». Рано утром, когда дети еще спали, она встала, посмотрела, как они спят спокойно, да какие у них пухлые румяные щечки, и пробормотала про себя: «То-то приготовлю я себе лакомое блюдо». Она схватила Гензеля своей костлявой рукой, унесла его в хлев и заперла там за решетчатой дверью. Пусть кричит себе, сколько вздумается, ничего ему не поможет. Потом пошла она к Гретель, растолкала ее, разбудила и говорит: «Вставай, лентяйка, да притащи мне воды. Свари своему брату что-нибудь вкусное. Вон сидит он в хлеву, пускай хорошенько откармливается. А когда разжиреет, я его съем». Залилась Гретель горькими слезами, но что делать, пришлось ей исполнить приказание злой ведьмы. И вот были приготовлены вкусные блюда, а Гретель достались одни лишь объедки. Каждое утро пробиралась старуха к маленькому хлеву и говорила: «Гензель, протяни ко мне свои пальцы. Я хочу посмотреть, достаточно ли ты разжирел». Но Гензель протягивал ей косточку, и старуха, у которой были слабые глаза, не могла разглядеть, что это такое, и думала, что это пальцы Гензеля. Удивлялась, отчего это он все не жиреет. Прошло 4 недели, но Гензель все еще оставался худым. Тут старуха потеряла всякое терпение. Больше не могла ждать. «Эй, Гретель!» — крикнула она девочке. «Пошевеливайся живей, принеси-ка воды. Все равно, толстый он или тощий, уж завтра утром я заколю Гензеля и сварю». Ох, как горевала бедная сестра, когда пришлось ей таскать воду, как текли у нее слезы ручьями по щекам. Девочка молила Бога о помощи. «Лучше бы нас растерзали дикие звери в лесу. Тогда хотя бы погибли мы вместе». «Но нечего хныкать!» — крикнула старуха. «Теперь тебе ничто не поможет». Утром Гретель должна была встать, выйти во двор, повесить котел с водой и развести огонь. «Сначала мы испечем хлеб», — сказала старуха. «Я уже истопила печь и замесила опару». Она толкнула бедную Гретель к самой печи, откуда так и полыхало большое пламя. «Ну, полезай в печь», — сказала ведьма. «Да погляди, хорошо ли она натоплена, не пора ли хлеб сажать?» Только полезла было Гретель в печь, а старуха в это время хотела закрыть ее заслонкой.
чтобы зажарить девочку. Но Гретель обо всем догадалась и сказала: «Да, я не знаю, как это сделать. Как мне туда пролезть?» «Какая же ты глупая! Смотри, какое большое устье! Я и то сама могла бы туда залезть!» И старуха взобралась на шесток и просунула голову в печь. Тут Гретель толкнула ведьму так сильно, что та очутилась прямо в самой печи. Потом Гретель прикрыла печь железной заслонкой и заперла на задвижку. Гретель убежала, а проклятая ведьма сгорела в страшных муках. Гретель бросилась к Гензелю, открыла хлев и освободила брата. Дети обрадовались, бросились друг другу на шею. Им уже нечего было бояться. Они вошли в ведьмину избушку и увидели, что повсюду, по углам стояли ларцы с жемчугами и драгоценными камнями. «Эти, пожалуй, будут получше наших камешков», — сказал Гензель. И набил драгоценностями полные карманы, а Гретель насыпала себе украшения в передник. Дети начали выбираться из ведьминого леса. Долго они шли и набрели, наконец, на большое озеро. «Не перебраться нам через него», — говорит Гензель. «Ни тропинки, ни моста, да и лодочки не видно», — ответила Гретель. «А вон плывет белая уточка. Если я ее попрошу, она поможет нам переправиться на другой берег». И крикнула Гретель: «Утя моя уточка, подплыви к нам чуточку. Ни дорожки, ни моста, переправь нас, не оставь». Подплыла уточка, сел на нее Гензель и позвал сестрицу, чтобы и она села вместе с ним. «Нет», — ответила Гретель, — «уточке будет слишком тяжело. Пускай перевезет она тебя сначала, а потом и меня». Так добрая уточка и сделала. Когда дети переправились на другой берег и пошли дальше, лес становился все более знакомым. И, наконец, вдали появился отцовский дом. Дети на радостях пустились бежать, забежали в комнату и бросились с отцом обниматься. С той поры, как дровосек оставил детей в лесу, не было у него ни минуты радости, а жена его померла. Тут раскрыла Гретель передник, и рассыпались по комнате жемчуга и драгоценные камни. Настал конец их горю и нужде. Зажили они все вместе счастливо.